Беседы с вами, они меня убедили, что такие передачи необходимы. Вот у меня есть следующий сразу к вам вопрос, и мне бы хотелось просто начать разговор именно с этого. Вера, что это такое? Я напомню вам эту фотографию. Я в гостях одной известной женщины в Казахстане, она казашка, и идет молитва, послеобеденная молитва. Здесь со мной присутствует христианка, она здесь вот на дальнем плане, я показываю, вот она здесь, Таня Юрова. И вот вы видите, как во время молитвы возникают различные по форме, но одинакового цвета образования. Это, вы видите, сгустки энергии высшего разума. Это то, что конденсируется людьми во время молитв, потому что когда люди молятся, то они в этот момент вводят себя в состояние резонанса с этой субстанцией, о которой мы еще будем говорить, высшим разумом, и они сами собирают эту энергетику перед собой. Леонид Семенович, вот когда вы говорите о появлении сгустков белой энергии, могли бы вы поподробнее рассказать, что это такое? Вот на мой взгляд, это, насколько я поняла из вашего выступления, что это отображение, значит, нашей жизни в космосе. Это определенное, это энергетическое отображение нашей жизни, и которое в процессе моления, независимо от веры, молящийся, значит, вызывает к себе образы тех, которые давно ушли. Так ли это? Да, совершенно верно. Это именно так. Потому что со смертью человека жизнь продолжается. И я могу это показать вам не только рассказывая о том, как профессор Моуди опрашивал людей, которые были в состоянии клинической смерти, но я могу показать вам образы людей, которые жили на земле, и которых я сейчас, после того, как все то, что со мной произошло, я в состоянии видеть и фотографировать. И я в своей книге «Невидимая реальность» уже там опубликовал фотографию и композитора Брамса, который возник во время исполнения его скрипичный квартет у нас в филармонии, и Петра Первого в его домике-музее. Тогда в Ленинграде я снимал, сейчас уже Санкт-Петербург. Но не только столь великие живут на небе, и не только такие великие ученые, как, например, Альберт Эйнштейн, которого я сфотографировал 19 марта этого года. Вот, помогите подержать. Вот просто его фотография прижизненная, которая известна всем. А справа это снимок, сделан из космоса 19 марта, в тот день, когда я завершил свою работу «Начало абсолютности», которая продолжает те идеи, которые написал в своих работах по теории относительности Альберт Эйнштейн. И в тот момент, когда я закончил эту работу, я взял фотоаппарат и получил дополнительным кадром на пленку его изображение. И не только его, у меня много таких фотографий. Но не только великие ученые, не только великие государственные деятели, композиторы живут в космосе. Я покажу вам сейчас фотографию обыкновенного мальчика, который умер в 90-м году. Я получил в свое время, где-то 14 января 93 года, письмо из Москвы, где мать его, я не буду называть ее фамилию, она просила это время пока до 95 года не говорить о ней, она написала мне о том, что сын ее утонул, и вот потом она стала с ним общаться во сне, и вот она просит: Леонид Семенович, помогите мне увидеть, как он там. Она в Москве и в Алмате, и вдруг перед тем, как ехать в Москву, я год тому назад приглашаюсь на телестудию, чтобы я с Новым годом поздравил казахстанцев, что я и сейчас делаю, поздравляю вас всех
с наступающим Новым годом. Так уж повелось, что я на Новый год приглашаюсь, а сейчас мы открываем новую программу. Так вот, идя на телестудию, я сделал телеснимок, проходя мимо резиденции президента, и когда я проявил этот снимок, то я увидел вот на общей массе черно-белых точек, обратите внимание, подержите, пожалуйста, Леля Калибековна, и посмотрите, вот здесь вот лицо, посмотрите, вот оно, вот посмотрите, вот голова мальчика, вот глаза, левый глаз, правый, он как бы здесь скрыт, вот его волосы, вот он. Вот здесь он увеличен, а появился он самый маленький, вот он, малюткой, вот на этом фоне. Здесь я уже увеличил его. Я не знал, кто это, не знал. Обычно я знаю всех, кого я снимаю. Я знаю ту информацию, которая получается, когда я получаю эту информацию. Я понимаю ее, эту информацию. Более того, если я получил снимок и его не осознал, я болею, я по месяцу болею. Но здесь я не знал, кто это, и никаких последствий. Я еду в Москву. В Москве, когда я появляюсь, тут же телевидение, радио, газеты, и она прочла интервью о том, что я даю интервью, там, по-моему, о Думе, разгонит Ельцин Думу или нет. Я даю интервью, и она читает это интервью и обращается в редакцию, где Леонид Семенович Прицкер получает мои координаты, звонит мне в гостиницу и приходит, потому что в тот момент, когда она мне позвонила, у меня как повернулся кранчик в голове. Я понял, кого я сфотографировал, говорю, приходите. Она пришла. Простая русская женщина, которая не читает никаких уфологических статей, она вообще этого слова не знает. Приходит, показывает мне фотографии, я смотрю, у меня мороз по коже. Он, говорю старшему сыну Владимиру, был со мной, говорит, папа, волосы дыбом поднимаются, это он. Я говорю, что Лариса Дмитриевна, посмотрите, даю ей фотографию, она смотрит, он. Я говорю, напишите, пожалуйста. Она надписывает, считаю, что это мой сын Максим. Я говорю, я сегодня читаю лекции в Академии наук Российской. Разрешите мне эту фотографию вам сейчас не давать. Я вышлю из Алматы. Вот я увеличенную фотографию ей выслал. А потом она мне прислала письмо, где описывает то, как его опознали, там, как в школе 3 дня не работала, когда узнали ученики и учителя его. Потому что люди, для них странно, что в самом деле то, о чем говорит церковь, существует. Но это существует. И я горжусь не менее тем, чем своими научными достижениями, как в области геофизики, так и в области уфологии, и того, что сейчас еще не называется ничем, того, что я сейчас открываю, познавая мир через невидимое другим познание фотографий, я не менее горжусь тем, что после моих выступлений на телевидении, на радио и непосредственно в аудиториях люди возвращаются и в мечеть, и в церковь, и в синагогу. Я этим горжусь. Леонид Семенович, вот вы как ученый человек, можете ли вы вот в это действительно трудное время говорить о том, что связь с космосом может оказать какую-то позитивную помощь нашему обществу? Энергообмен – это реальность, и что мы существуем только потому, что мы отдаем свою энергию высшему разуму. Ноосфера нуждается в непосредственном излучении нашего сознания, наших эмоций, наших физических нагрузок, которые мы делаем. Хотя я показал в своих книгах, фотографиях и в лекциях, что энергия сознания много выше, чем энергия эмоций, а та, в свою очередь, превышает энергию, которая возникает при физическом труде. И поэтому этот энергообмен необходим. И поэтому, когда люди излучают энергию сознания,
когда люди излучают энергию сознания, тогда уже нет потребности в энергии эмоций. Понимаете? Человек вот на нашу с вами Алма-Ату, 1,5 миллиона вместе с регионами, 5-6 человек на высоком уровне сознания обеспечивают спокойствие в Алма-Ате. Но если они уедут или умрут, то тогда, если не появятся новые, нужно будет 5-6 тысяч человек, которые бы эмоциональную энергию излучали непрерывно, для того, чтобы компенсировать этот поток. Но дело в том, что эмоциональную энергию можно излучать, скажем, на концерте Пугачевой или смотреть, как играл когда-то Кайрат. Сейчас уже такое не излучишь на нынешнем Кайрате. Но эмоции без разума чаще всего оборачиваются друг против друга. И вот тогда космос перестает получать эту подпитку. И вот тогда уже мы получаем реакцию нашей планеты. И вот тогда возникает землетрясение, потому что землетрясение это не только движение плит, но это и тот же энергообмен, но уже геологической сферы, которая, как и биологическая, участвует в контакте с космосом. Я об этом буду говорить подробнее математически, но сейчас пока мы говорим с вами с телезрителями. И поэтому я вам говорю, что да, это правильно, но я хочу уточнить, что уже, по крайней мере, 4-5 лет мы здесь, в Алма-Ате, может быть и моя какая-то роль в этом есть, но это роль всех людей, умных, верующих, просто интеллигентов, а роль руководства нашего Казахстана, что мы, будучи достаточно рассудительными и умными, излучаем такую энергию сознания, что в эмоциях уже нет потребности. И поэтому, заметьте, несмотря на то, что в городе продолжает существовать кликуши, которые пытаются создать панику и накликать землетрясения, землетрясений нет и не будет. И, пожалуйста, спокойно встречайте Новый год. Встречайте. Я обещаю вам, когда будет опасность, я первый сообщу комиссию по чрезвычайным ситуациям, членом экспертного совета, которой я являюсь. Пожалуйста, поймите, не только я, но и вы также, мы все вместе находимся в состоянии биоэнергообмена. Не только я или мои друзья, мы все вместе предотвращаем и эмоции, и землетрясения. И чем мы будем разумнее и спокойнее, тем спокойнее будет не только наше общество, но и стихия. Леонид Семенович, значит, получается, человек молящийся, человек с добрыми помыслами, он может оказывать большое позитивное, положительное влияние в целом на ситуацию. И таким образом, получается, чем будет больше людей с добрыми намерениями, то тем лучше будет, и будет лучше криминогенная обстановка, меньше, значит, больных людей, в целом природных катаклизмов не будет. Так ли это? Да, это так. Но только я должен вам сказать, что одной религией, одной верой, как говорится, сыт не будешь. Здесь нужно нам не только молиться и просить Бога, чтобы Он нам помог, а нам нужно выполнять ту роль, ради которой мы живем, ради которой мы существуем. Мы должны выполнять свою роль на планете Земля. Мы должны трудиться, каждый человек должен знать свое место в жизни. Я не так давно давал интервью в российскому телевидению и газете «Вечерняя Москва», и я сказал, что все беды России от всеобщего и обязательного среднего образования при отсутствии частной собственности на землю. Это привело в итоге к тому, что никто не хочет работать на земле, которая им не принадлежит, получает образование, и все стремятся в город. И чем они будут питаться? Одним воздухом?
Я не против образования, но оно имеет смысл только при наличии частной собственности, когда человек знает, тот же отец знает, у него 5 детей, и он знает, что вот этих 4 нечего посылать в город, толку от них не будет в мировой науке, этот конкурс они проходят в самой семье. И сегодня, как бы нам ни было с вами плохо, я имею в виду моих сверстников, и при этом мы должны сказать, как бы нам ни было трудно, но детям нашим сегодня все-таки лучше. Есть перспектива, есть свобода. И главное, пускай свобода сегодня больше декларирована, потому что свобода должна быть и экономической. Ее нужно зарабатывать, эту свободу. Но на это есть закон космоса. Мы должны отдавать каждый все, что может. Понимаете? Каждый должен отдавать все. Сейчас это время центробежных ускорений прошло. Сейчас наступает период центростремительный, и мы идем к сближению. Россия не менее, чем Казахстан, а может быть еще более, чем Казахстан, заинтересована в нашем союзе. Потому что сегодня более беззащитного государства, чем Россия, нет. Сегодня это единственное государство в мире, которое не имеет своих границ у себя в государстве. Эти границы в чужих государствах. А на границе с Китаем, одной из самых больших границ бывшего Советского Союза, вообще-то и границы-то нет, потому что, будем говорить прямо, Казахстан не в состоянии охранять эту границу, да и противостоять Китаю мы не можем никакой нашей армии. А Китай растет. Китай каждые 20-26 лет население увеличивается вдвое. Увеличивается экономическая мощь. Он наращивает военную мощь. Это надо понимать. Но эта мощь не против Казахстана. Казахстан не нужен Китаю. Ну что, Алма-Ата? Я думаю, что если мы перенесем столицу из Алма-Аты в Акмалу, это оттяжка будет днями, потому что Китай, если уж пойдет, то ему интересует не Алма-Ата и не казахские степи. Его интересуют российские плодородные земли и ее промышленность. Белоруссия, Казахстан, Украина и Россия, и, может быть, Киргизия создадут союз, который в самом деле станет зародышем того Евроазиатского союза, о котором сказал наш президент. Казахстан, расположенный на стыке Европы, Азии и Центральной Азии, мы являемся сегодня будущим духовным центром планеты. И поэтому не случайно первый Всемирный конгресс духовного согласия произошел в Алма-Ате. Мы дети Солнца, мы живем в Солнце под его ритм, ритм, задаваемый Землей и формой Земли. Так вот, Гумилев сказал: задумывались ли вы о том, как могла нация монголов, небольшая нация сравнительно, угнетаемая Китаем столетиями, вдруг за 60 лет при жизни одного полководца Чингисхана, когда стать величайшей на сегодняшний день империей на планете, за 60 лет при жизни одного человека. Как это могло быть? Я мог бы сейчас вам прочесть, но я помню хорошо. Он говорит о том, Чингисхан, когда стал ханом великим монголов, он запретил вводить понятие нации. Он ввел только одно понятие – белая кость и черная кость. Но это не значит богатые и бедные. Белая кость – это те, кто готов отдать свою жизнь за общую идею подъема монголов как нации. Тот, который свою жизнь ценит меньше, чем долг свой.
чем память о себе, тот, который обладает мужеством. А черная кость – это трусы, это жадные люди, которых надо подталкивать для битвы. И если они сидят на постах, которые они не соответствуют, их с этих постов снимают и ставят людей белой кости. Это значит, что он во главу угла поставил не национальный признак. В его армии воевали и русские, и представители других наций, других племен. Он поставил во главу угла психологическую совместимость, психологию всех людей, кто живет здесь. Вот сейчас самое главное в нашей жизни – это изменить нашу психологию. Мы должны сейчас думать об этом. И роль телевидения, прежде всего, помочь людям осознать это. Потому что молодежь, которая не была 70 лет под другой психологией, я не буду называть гнетом, нет, это был энтузиазм, это не был гнет, это была другая психология. Они быстрее перестроились. А люди старшего поколения переживают, страдают, они страдают от этого очень сильно, может быть даже больше, чем от того, что им просто трудно жить. Так вот мы должны эту психологию изменить, помочь изменить. И чем скорее мы это изменим, тем скорее поднимется Казахстан. Казахстан – это республика не одной нации. Казахстан – это республика казахстанцев. Сейчас, когда будут вводиться новые паспорта, я хочу сказать, я обращаюсь сейчас к тем, кто готовит эти паспорта. Если вы будете оставлять в паспортах графу «нация», не будет объединения государства в единое государство. Если там будет вместо «нация» не казах, не русский, не еврей, не немец, а будет нация казахстанец, тогда будет государство. Это вы должны знать. И творческий работник должен быть творческим работником в том плане, что если он болеет за государство, болеет за мир, болеет за себя как человека, он должен это отразить. Сейчас есть возможности, сейчас нет партбилета, который ты обязательно должен нести в кармане. Только давай, твори. Сейчас время творцов. Вот я хочу сказать о том, что творчеством не на высоком уровне. Так значит, может, не хватает добрых помыслов, потому что, судя из всего того, что вы сказали, добрые помыслы, светлая энергетика, она и дает как бы подпитку от высшего разума. Значит, добрые помыслы, высокий уровень творчества, не так ли? Понимаете, здесь вот в чем дело. Что чем тяжелее время, тем реже в этом времени возникают вдруг зерна людей, которые имели мужество подняться над временем и обратиться к другим, показать на своем примере, как жить. Таким был Сахаров в свое время, которого освистывали в зале, которого довели до инфаркта. Это судьба. Всегда человек себя достигает через крест. Он должен идти через себя. Это есть тот предел. Чем выше твои помыслы, тем должно быть тебе труднее. Тогда ты больше отдаешь энергии космосу. Ты выбрал себе эту роль. Ты выбрал. И поэтому это я считаю нормальным. Но вот только тогда возникает массовое творчество, когда есть единая идея, когда люди охвачены энтузиазмом, верят. Сейчас просто трудное время, потому что людей заморочили не без помощи вашего же телевидения, когда проповедовали все, что не запрещено законом, все разрешено. Слава Богу, вчера я услышал от нашего президента, что все, что не разрешено законом, вот это запрещено, а не разрешено, как говорил Горбачев. Правильно. Пусть не оговорено в законе, значит запрещено. Понимаете? Потому что общество
должно понимать, демократия – это не бери, что хочешь, и не бей, кого хочешь. Демократия не для, демократия – это от. Демократия – это от беспорядка, демократия – это от хулигана. Почему происходит такое? Потому что люди не осознали понимание демократии. Демократия – это диктатура закона. Это надо знать раз и навсегда. Демократия – диктатура закона. И творчество будет. За творчество нужно бороться, но я хочу сказать, что из-за творчества надо и платить.